Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу серию Гештальт ТВ, но сегодня наша встреча будет посвящена не гештальт-терапии, а будет посвящена замечательному методу, очень креативному, творческому, волшебному даже, методу О-Карта. И я хочу вас сегодня познакомить с соавтором этой методики и издателем семейства О-Картах, Морицем Эгетмейером. Морис психолог, живет в Германии на границе с Францией. У меня будет к нему несколько вопросов, которые, надеюсь, также вас тоже заинтересуют, и вам будут интересны его ответы. И, возможно, многие из вас вообще первый раз познакомятся с этим методом. Морис, вопрос такой. Даже не что такое О-Карты, а что это за философия, что это за мировоззрение, посредством которого ты что-то транслируешь людям. Посредством вот этого метода ты что-то транслируешь людям. What kind of philosophy, what kind of seeing of the world is this method? What do you translate to people through this method, through your cause? The beginning and the most important basic idea behind the cards are not really to create therapeutic tools, but to create art in card form. Состоит в том, что я не желаю делать какой-то терапевтический инструмент, а просто создаю искусство в такой новой форме, в форме карт. So a card is this size, it's held in the hands, карты вот and it's looked at такого размера, их можно держать на руке, at a close distance. и их можно рассматривать вблизи. So the viewer has an art experience. И тот, кто смотрит на эту карту, получает переживание искусства. You look at the card, you decide what this card means and what you see, and there is nobody telling you a title or a subtitle or any meaning of this particular image. Вы смотрите на карту, и вы что-то видите, и никто вам не говорит, как это называется и о чем эта карта. The creator of the first deck of cards, called O-H, like surprise. Первая колода карт называется О. И О – это восклицание удивления. He was an artist. И создатель этих карт был художником. And he wanted to give people art into their hands. И он хотел дать людям искусство в руке, искусство на ладони. He had a Gestalt therapist as neighbor. Его сосед был гештальт-терапевтом. And Eli Rahman took Gestalt therapy for himself. И Эли Роман сам был клиентом гештальт-терапии. And ideas from Gestalt went into the method of how to use these little paintings. И идеи гештальт-терапии перетекли в эти карты, в то, как использовать эти карты. To speak in the I position, to speak in the present tense. Говорить от первого лица, говорить в настоящем времени. To share what you see, what you perceive, what it means to you. Делиться тем, что ты видишь, что ты воспринимаешь, и что это для тебя значит. And also, very importantly, there's no right and wrong. There's nobody who is a guru who could tell you something better than you can tell yourself. И самое главное, что здесь нету правильного или неправильного, и нету какого-то абсолютного гуру, который тебе может сказать, как что-то делать правильно. So it was no surprise that therapists took to this tool because it gave them something in their hand to use with clients. Так что не было ничего удивительного в том, что терапевты привязались к этому инструменту, потому что это помогало им
помогает им общаться с клиентом. After all, there are other forms of therapy that involve art, painting, music, etc. Есть другие формы терапии, которые включают искусство, музыкотерапия, арт-терапия, когда люди рисуют. Even writing, all these forms found their way into therapy. Или писательство. Писательство тоже может находить свое отражение в терапии. And since the O-Karts had a Gestalt coat around them, they were a very popular tool very quickly. И поскольку О-карты были одеты в пальто от гештальт-терапии, они очень быстро стали популярным инструментом. Because a painting is very easy to interpret and it's an easy access into a person's own inner story. Потому что картинку очень легко интерпретировать, и это очень простой доступ к человеку и к его внутренней истории. So you take a card and you tell what you see and it becomes personal right away. То есть вы берете карту, вы видите что-то, вы говорите об этом, и моментально это становится чем-то вашим очень личным. So the message of this deck of cards was to create a tool, to give people a tool to access intuition, self-knowledge, and to share this. И эти О-карты были рассчитаны на то, чтобы быстро пробудить интуицию и знание человека о себе и вызвать их, сделать их возможными для вынесения наружу. So it became a tool for access of self, and B, a tool for communication. Так что это, во-первых, стало инструментом контакта с самим собой, а во-вторых, инструментом коммуникации. And so the activity that was spawned by the cards, that was triggered by the cards, became a social phenomenon. И активность, то действие, которое запускалось этими картами, стало общественной активностью, общественным действием. One of the basic foundations or assumptions behind the cards is that people will know themselves best. И одно из главных утверждений, которое кроется за картами, состоит в том, что люди знают себя лучше, чем кто бы то ни было другой. Given the chance that they have access to this self-knowledge and that in the process of accessing it, they are not obstructed. И люди получают доступ к себе, и в этом доступе они не ограничены. This is the basic message behind the cards. People are inherently knowledgeable. They are inherently striving for more self-knowledge, and that they might just need facilitation. Поскольку люди стремятся к самопознанию, это такая очень нормальное человеческое стремление, иногда им нужно что-то, что просто облегчит это самопознание, облегчит этот доступ к себе. Спасибо. Удивительно, потому что пока ты рассказывал о картах, я понял, что глубина этого метода, вернее инструмент этот может давать невероятную глубину, но можно оставаться, насколько я понимаю, и легким, и поверхностным. As I understood while you were speaking, that this method, you can go very deep with this method, but at the same time you can stay at the surface. И в этом, с одной стороны, есть такой, как Перлс говорил, королевский путь к интеграции, или, как говорил Фрейд, королевский путь к бессознательному, похожий на работу со сновидениями.
Но, с другой стороны, насколько я понимаю, в этих картах очень много литературы. И этот метод может быть использован не только в психотерапии. On one side, as Prowse used to say, it's a royal way to integration, and as Freud said, it's a royal way to the unconscious. Очень похожа работа на работу с сновидением. It reminds me very much the work with dreams, with night dreams. Но и в этом много литературы. And there's much literature in it. Yes, because the cards are an impulse, a visual impulse. Потому что карты являются визуальным импульсом, они And запускают. they trigger an automatic response. Они запускают автоматический ответ. They trigger it faster than your cognition might answer it. И вот этот запуск может быть гораздо быстрее, чем твоя познавательная сфера. So there's an automatic, very quick reaction. Maybe it is a crude reaction, very unrefined. I like it, I don't like it. I want to see more, don't want to see it. Before it becomes more elaborate, more literate, more refined. But in any way, a picture is a very quick way to enter our intuition. И это очень быстрый способ достичь нашей интуиции. Первая реакция может быть очень быстрой и очень грубой, что-то вроде «мне нравится это» или «мне это не нравится», и только потом мы можем эту реакцию сделать более тонкой и более конкретной. Но вот с помощью картинок очень быстро достигается интуиция. Тогда мой следующий вопрос. My next question. Ну, насколько так мы услышали, понятно, что эти карты используются в гештальт-терапии. The cards are used in Gestalt therapy. Насколько я знаю, они используются в семейной системной терапии. В работе с семьей, в работе с парами. Working with couples, working with family. Даже, насколько я понял, этот метод используют в когнитивно-бихевиоральной терапии и, в частности, в работе с методом MDR. Терапия, работа с... As I understood, cognitive methods also uses it, and the MDR method. Метод работы с травмами. Удивительно, какой широкий диапазон. Я даже слышал, что и в психоанализе уже некоторые люди используют этот метод для стимуляции свободных ассоциаций. And I heard also that in psychoanalysis they use these cards to stimulate this association flow. Process. You heard more than I did. Ты слышал больше, чем я. Of course, in psychoanalysis you give no stimulus. Any stimulus is already too much. So, вообще в психоанализе не дают стимул, потому что иметь стимул это уже много. There may be an individual who does it, but as a whole, I think it's a group that doesn't use the cards. Так что может кто-то один это делает, но вряд ли группа психоаналитиков найдется, которые. Не суть. Во всяком случае, если есть слухи о том, что как-то этот метод проникает в разные сферы психологического консультирования, то это уже интересно. Но где еще можно использовать эти карты? В бизнес-консультировании, в театре, в литературе, в искусстве, в кулинарии? Where you can use them in theater, in business, and in other ways. Yeah, the cards have the ability to access intuition, which means they are also a tool for creativity. Поскольку карты так легко затрагивают интуицию, они, конечно же, являются очень хорошим инструментом для креативности, для творчества. And so you find them in groups who work with creativity. This could be art.
This could be theater. This could be writing. И поэтому их можно встретить в любой группе, которая занимается искусством, например, писательство, любое создавание чего-то, живопись. In schools, в школах. You find them in social groups of any denomination, social work, I mean, with young adolescent or with old people. There are many people around the world who have made these cards their own tool. Много народу в мире уже сделало эти карты своим личным инструментом. Это совершенно разные группы могут быть. Группа работы с какими-то социальными группами, с подростками, с детьми, с старыми людьми. There was a cafe in Ontario called the Stairway Cafe in Hamilton. And в Онтарио было такое кафе, которое называлось кафе «Лестница». Every Monday night they, in the past, had a night of impromptu theater. И в прошлом, каждый понедельник вечером у них был театр импровизации. And they used the O-Karts. И они использовали О-Карты. You would take 2 cards and then show this on the stage, what it meant. Ты выбираешь 2 карты и показываешь на сцене, что это значит. Now in business, people use it for team training. А в бизнесе сейчас используют эти карты для тимбилдинга. It is a known fact that a group who works together, if it has harmony and it knows how to create harmony and it knows how to deal with communication problems, will be more productive group. Потому что это известный факт, что та группа, внутри которой люди умеют разговаривать, договариваться и решать конфликты, будет гораздо более продуктивно работать. So there are car makers and there are government agencies and even banks who have used the cards in training. Это и государственные какие-то организации, и те компании, изготавливающие автомобили, это банки, любая организация может использовать карты. I actually now, 25 years later or even more after publishing O for the first time, I don't overlook the whole scene anymore. Сейчас, через 25 лет или даже больше после того, как я опубликовал свою первую колоду карт, О-Картах, я уже даже не успеваю следить, куда распространяется. And I'm very happy when people from all corners of the world write an email and say, we have done this, and what do you think about it? And then I have something else to share. И я очень рад, когда мне пишут люди из разных уголков мира и говорят, мы работаем с картами, сделали вот это. Что вы думаете об этом? So I'm not only the one who publishes them, I'm not only the one who will co-create new ideas and new decks, or who maintains the lifeline to everybody who wants to buy or sell these cards. I'm also the hub of ideas and knowledge around methods, how to use them. Я не единственная изготавливаю, публикую и придумываю эти карты, но я вроде как вокруг меня эти идеи постоянно собираются. Спасибо, Морис. Это очень интересно. Do you need a personal story? Да, и у нас есть традиция заканчивать каждое интервью маленькой историей, притчей. Yes, we have a tradition to finish every interview with a small parable. Может, и у тебя тоже есть какая-то притча или история, которую ты можешь с нами поделиться? Maybe you also have such a parable or a little story that you could share with us. In a way, my relationship with the cards and that they have become my life and my livelihood
and my existence В какой-то мере мои отношения с картами и то, как они стали частью моей жизненности и существования, is full of coincidences, is full of what we call chance meetings. наполнена всяческими совпадениями и тем, что мы называем счастливая встреча. It was a chance meeting Ellie on the same island on the west coast of Canada. Это была счастливая встреча, когда я встретил Элли на одном острове в Канаде. A very small island with maybe 500 people, and we happened to live there at the same time, and we happened to become friends. Маленький остров, где жило, может быть, 500 человек. И нам повезло стать друзьями, именно нам познакомиться. And it was fortuitous that Ellie, who had the artistic talent and the artistic ability, and he didn't have the market or the world ability, and I brought this to him and he brought his ability to me, and together we became a very fruitful and very successful team. Элли имел художественный талант, которого не имел я, и совершенно не знал ничего про бизнес и про то, как контактировать с миром. И вот это уже дал ему я. И вместе мы стали очень плодотворной парой. I give you two little examples. Приведу тебе два небольших примера. Ellie often said that painting the O-Karts, he felt like he was a medium. Something came through him that just wanted to be painted. Элли мне часто говорил, что он как медиум, когда он пишет, что что-то просто приходит, и это что-то должно быть нарисовано. He could not attribute all this work to his willpower. Он не мог сказать, что все, что он рисует, он сам выдумал, и это было его намерение. One day we were sitting in his house in Victoria, in Canada. Однажды мы сидели в его доме в Виктории, в Канаде. And Ellie said to me, "I don't think there is another deck in me." И Элли мне сказал, не думаю, что во мне есть еще хотя бы одна колода. You know, another deck in me, it means like an egg inside a chicken that needs to be brought to the world. He didn't think that he had another deck waiting to be painted. То есть еще одна колода во мне. Это как яйцо в курице, которое должно быть высижено. Он сказал, во мне нету больше колоды карт. I said, Ellie, don't worry. We have already a few decks that you painted, and we already have a few other artists who contributed card decks. Я сказала, Элли, не волнуйся, ты уже написал достаточно колоды, и я нашел других художников, которые тоже нарисовали. So we talked, and then after that each of us went to his room, and we slept, and we met again for breakfast. Мы поговорили и разошлись каждый в свою комнату, и переночевали и вышли утром на завтрак. And over breakfast, no longer, we had the idea for this deck of cards that became cuisine. И во время завтрака, и только во время завтрака, и не дольше, у нас появилась идея создать вот эту колоду карт, которая называется «Кухня». We just whipped it up out of thin air. Просто взяли это из воздуха. And somebody else painted it, and so there was another deck of cards. Кто-то другой ее нарисовал, и вот появилась другая колода карт. But the deck that has a very deep, meaningful, mysterious beginning is Morena. Но колода с очень таинственным таким появлением – это Морена. I had been looking for an artist for a deck about
simple life in clans and tribes. Я искал художника, который нарисовал бы колоду карт про простую жизнь в кланах и племенах. But I had not found an artist Но я не нашел такого художника. until I found a greeting card А потом я нашел одну почтовую открытку. and this greeting card was painted by a man from Brazil and was published by a woman in Germany. И эта открытка была написана одним бразильским художником, а опубликована немецкой издательницей. I wrote to the woman and she answered by calling me on the phone and saying the artist was at her house till tomorrow. Я написала этой женщине, и женщина перезвонила, позвонила мне сразу же и сказала, что художник сидит у нее дома и завтра утром уедет. I met the artist and the woman translated because I did not speak Brazilian and he did not speak English or German, and so we needed her to translate. Я говорила с художником, и переводила она, поскольку я не могу говорить по-португальски, поэтому... And at the end she said, he is not going to do it, it's too big a job. И в конце она сказала, он не займется этим, потому что это слишком большая работа. So I gave him a deck of habitat cards and he gave me a book and we parted, and I was a little sad because I was actually quite a bit sad because I thought, here is somebody whose work I like. Я подарил ему колоду карт «Хабитат», он мне подарил свою книжку, и мы расстались. И я был огорчен, потому что я думал, что вот он, тот самый художник, я же его искал. 3 days later, a friend of my daughter, who was finishing high school at the time, rang her up on the phone and said he wants to come by with a friend. И через 3 дня моей дочери позвонил ее друг, который заканчивал школу, и сказал, что он собирается к нам заехать со своим другом. Now this friend of my daughter was about 20 and his friend was about 63, and when he walked into the house it was the same Brazilian painter who I had met 3 days before. И этому другу моей дочери было лет 20, а его другу было 63 года. И когда они появились у меня дома, оказалось, что это тот самый бразильский художник. He came into my life again through a complete different entrance. Он снова попал в мою жизнь совершенно через другой вход. This young man translated everything again that I had said to this woman about the deck of cards I wanted. И этот молодой человек перевел снова все, что я говорил той женщине насчет этой колоды карт, которую я And хотела. Valdemar said, "Oh, great project. I do it, of course." И Вальдемар сказал, о, отличный проект, конечно, я сделаю это. And so, after months of working and so forth, and a few more coincidental wrinkles, Morena appeared. И через месяцы работы, которые тоже сопровождались какими-то случайными моментами, появилась. And it's a beautiful, peaceful deck of cards. It's very good with children, and I'm very happy that it exists. And when all this fell into place, I had this deep sense of gratitude towards the universe that had brought these coincidences into my life. Это очень спокойная, мирная колода карт, которая подходит для работы с детьми. И когда работа была завершена, я был очень глубоко благодарен Вселенной за то, что она привнесла все эти замечательные совпадения в мою жизнь. And this is a very remarkable story. And Это замечательная история. every deck was accompanied by similar stories, maybe not so blatant, but very similar in spirit. И каждая колода карт сопровождается
тоже очень яркая история. Может, не такой сверкающий, как это, но достаточно интересными историями и совпадениями. So I always felt that the cards chose me. И я всегда чувствовал, что карты меня выбрали. Because I certainly did not plan my life this way. Я, разумеется, не планировал свою жизнь прожить именно так. I just found a wonderful radio station and I always kept it tuned. Просто я нашел для себя такую замечательную радиостанцию и постоянно ее держал настроенной. And it makes me a happy man. И вот почему я счастливый человек. Спасибо большое, Морец. Очень интересный рассказ, очень поучительная история. Потому что каждому из нас нужно быть внимательным к тому, что происходит вокруг, и, возможно, эти волшебные встречи ждут всех из нас. We can miss meetings like that. And this is really true what the cards do, because they trigger something, and when we have a response to this visual trigger, we can be attentive and we can find out things about ourselves. И карты делают именно это. Они запускают что-то очень тонкое, очень личное, и мы можем встретить себя в итоге, стать самими собой. And it's probably this that makes therapists and therapy such a grateful group and to use this tool, because A, it brings issues to the table, and B, it lets them continue in their own fashion. If they are Gestalt therapists, NLP, psychodrama, systemic, they can continue with their own. The cards are not dominant. Важно, что карты не доминируют над вами. Каким бы терапевтом вы ни были, гештальт-терапевтом, системным НЛП-терапевтом, вы берете карты как некий инструмент, вы можете начать с этими картами для того, чтобы быстро добраться до проблемы. И когда проблема становится актуальной и ощутимой, можете работать дальше в своем методе. Можете просто отложить карты. Спасибо, Морец, было очень интересно. Спасибо. Благодарю за этот рассказ. For translating me. Arthur, thank you. С вами было Гештальт ТВ, и вам спасибо за внимание. Интервью с Морицем переводила Майя Зеленко. Интервью вел Артур Домбровский. Всего доброго, до новых встреч.